Мне сказали, все, вот там иди, значит, в военкомат, осенью пойдешь. Ну, в армию очень не хотелось. Приехал с планами дальше аэропорта не идущими. Я съехал в жуткую комнату. Я побывал больше, чем в 30 странах на сегодняшний день. Песок клубится по дороге, я иду вдоль, значит, по обочине. И я просто думал, что, ну, наверное, все-таки поеду домой. Что с кортежами власти, то есть в плане пробок? Здесь совершенно нету пробок, созданных передвижением государственных чиновников. Они спокойно перемещаются в своих собственных автомобилях. За этим замечен даже сам правитель Дубая шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум. То есть он может теоретически вот ехать сейчас впереди нас, или сзади, или сбоку. И можно ручкой помахать, он тебе улыбнется и в ответ помашет. Ну, то есть, подожди, он едет все равно там с охраной, с водителем? Конечно. Он едет один, он едет за рулем, сам ведет машину. Безусловно, когда это какие-то официальные визиты других президентов, других правителей, он может позволить себе ехать с водителем для того, чтобы общаться с ними и не отвлекаться на вождение. Но если он едет или по своим делам, или по государственным делам, он водит сам. И, конечно, никакой блокировки дороги. То есть это совершенно земной человек. Его здесь, его народ просто за это. Я родился в Москве, довольно продолжительный период своей жизни прожил в Сибири. У мамы возникло желание переехать поближе к своей семье, и мы, значит, перебрались всей семьей туда, в Абакан, где как раз в это время мне понадобилось поступать в университет. То есть получилось, что я там поступил. Учась в университете, я снимал свадьбы, это было у меня хобби. Снимал свадьбы периодически за деньги и что-то там монтажил. Когда закончил универ, мне сказали, все, вот там иди, значит, в военкомат, там на обследование. Обследование, все, годен, осенью пойдешь. Ну, в армию очень не хотелось. Немногие истории, которые доходили до свободной прессы, что кого-то там забили, избили там до смерти, там руки, ноги там переломали, там поотморозили. Вот, и я весь прямо разбитый горем, думаю, что же делать. Иду я, значит, и ко мне обращается девушка, ей нужно было подсказать, какой автобус, чтобы уехать там в соседний город. Ну, мы разговорились, что-то слово за слово, выяснилось, что она приехала из Дубая. Впервые за многие годы она решила съездить, проведать родственников, друзей. Я ей пожаловался на свою беду, и она такая говорит, а почему бы не попробовать тебе поискать работу в Дубае? И я подумал, ну, почему бы не попробовать? Не найдешь, но все равно все потеряю. Пришлось кому-то за справку из военкомата, чтобы мне выдали загранпаспорт, дать коньяка, бутылку очень дорогого. Мне этот человек сказал, куда ты там собрался ехать? Я говорю, в Дубай. Он дал мне эту справку и сказал, держи и никогда не возвращайся. Это было мне напутствие. Я ему следовал. Приехал в Дубай я 9 сентября 2009 года. Первое самое ощущение – это запах моря, потому что Дубай – это был первый вообще в принципе город, в который я приехал за границу. Я до этого за границей никогда не был. Расскажи-ка мне, почему мы твое интервью вообще пишем в машине, а не на прекрасном пляже где-нибудь? Все очень просто, потому что сейчас 30 июня.
У нас вообще 2 сезона в Эмиратах. Это лето и ад. Лето здесь, наверное, с сентября по май. Такое прекрасное московское лето, когда на улице 25-27. Сейчас совершенно не так. Сейчас на улице, наверное, в лучшем случае 40, в худшем выше, значительно выше. Бывает в основном всегда очень высокая влажность. Ты как будто вот выходишь из дома, как будто входишь в баню или в сауну. Летом все закупоривается, все закрывается. Минимизируем выходы на улицу под открытое солнце, потому что в конце июля, начале августа это может быть реально опасно для здоровья. У нас даже из крана не течет как таковая ледяная вода. Это в лучшем случае еле теплая или горячая. Приехал я с планами дальше аэропорта не идущими. У меня было денег $3000, это все мои сбережения, которые на тот момент у меня были. Виза 3 месяца, если ты не находишь за 3 месяца работу, тогда ой. Сайт dubizzle.com. Я объявление по работе искал на нем. И рассылал я, я скажу, не менее 10 резюме в день. Salesperson, график дизайнер, какой-нибудь там helper где-то. И мне позвонили из строительной компании. Это большая британская, американская компания. Мне предложили работать 5 дней в неделю с 2 выходными в офисе. Они предложили 5000 плюс комиссионные. Если кто-то из моих клиентов, задача моя очень важна. Моя задача была не продавать. Моя задача была поселить интерес к недвижимости. То есть человек со мной разговаривает, и он такой: круто, я бы хотел посмотреть ваши квартиры. Я такой говорю: без базара, сейчас я организую. И я организовываю ему бесплатный тур на 3 дня в Дубай. 95% эти бесплатные поездки, 95% оборачиваются покупкой квартиры. Если он прилетел, он отправлялся в sales департамент. Sales департамент это просто heavy metal. Ты туда зайдешь, тебя вот просто за трусы вот так вот возьмут, и пока ты квартиру не купишь, ты не выйдешь оттуда. Там сидели просто мозги. И причем стоимость квартир в этой компании была существенно завышена, потому что они предлагали отельные апартаменты. Это казалось очень просто, что типа вот круто, человек позвонил, ты ему рассказал, какой Дубай крутой, он сказал еду и все. Мы должны были квалифицировать клиента как ликвидного, как клиента при бабле. Не хочет ли он, слетать бесплатно, то есть нам нужно было стать с ним другом. Он такой: да, вот моя кошечка чувствует себя плохо, пришлось вот в ветеринарку свозить, но, к сожалению, не смог, пришлось мою помощницу попросить. И я уже как бы знаю, что у меня есть помощница. Вашу помощницу, да, а чем вы занимаетесь? Да, вот у меня свой собственный строительный бизнес. То есть я к примеру привел, но просто это очень тонкая психологическая работа. Первые, наверное, месяца 3, несмотря на то, что клиенты меня любили, дружили со мной, но на последнем этапе они либо слетали, либо оказывались not qualified. И я очень на большом палеве сидел. Alex, you have to do better. Спустя где-то 3-4 месяца был у меня нигерийский клиент. Я с ним, это первый вообще чувак, который вот из голоса в трубке превратился в реального человека передо мной стоящего. Он отправился в sales департамент, и он купил квартиру. Мне полагались комиссионные. Это были, я не помню точно цифру, но это были какие-то десятки тысяч дирхам. Я уже чувствую себя просто королем недвижимости. Этот самый волк с Уолл-стрит, что я сейчас все продам. Я утром оделся в костюм, пришел, все какие-то такие насупившиеся, грустные, а я, не знаю, такой успешный уже стал, могу не бояться, что меня уволят точно, уж теперь точно не уволят. Выходят владельцы компании, 2 бритиша, они объявили, что они, к сожалению, не могут позволить нас содержать больше, и в услугах наших больше не нуждаются. Это, на минуточку, февраль 2010 года. Самый даун вот этого вот дубайского пузыря недвижимости, который в этот день лопнул. Я иду в метро, и я просто думал, что, наверное, все-таки поеду домой.
Но, тем не менее, месяц у меня был, когда виза тебе отменяется, и после этого у тебя есть 30 дней, чтобы либо покинуть страну, либо перейти на другое рабочее место и получить новую резидентскую визу. Я съехал в жуткую комнату за очень дешево, там тараканы были вот такого размера, которые бегали так, что от топота копыт пыль по полю летит. И снова здорово, опять вот эта вот фигня с поиском работы. На что деньги вот расходятся вообще? Большую часть дохода экспатов, моего дохода не исключение, это аренда жилья. Это может доходить от 30 до 50%. Есть люди, которые, продолжая уже неплохо зарабатывать, живут очень скромно. Потом на втором месте идет, конечно, продукты питания, ну и счета. Здесь очень дорогое электричество, вода и интернет. Если быть точным, в Объединенных Арабских Эмиратах самый дорогой в мире интернет. И у вас еще не забалуешь в плане видеозвонков, аудиозвонков, да? Да, интересный такой момент. У нас официально на государственном уровне заблокированы VoIP-сервисы все существующие. Это Skype, это Viber, это WhatsApp, это Telegram. Вообще все что угодно, имеющее голосовой либо видео звонок, режется. Все это сделано для того, чтобы продвинуть местный сервис, который платный и работает, кстати говоря, тоже очень последственно. Стал снова раздавать резюме и, в общем, получил должность IT-менеджера в компании по дизайну интерьеров, заниматься сетью, веб-сайтом, бэкапами. Как определить хорошего IT-менеджера, который сидит, ничего не делает, у которого все работает. Я этого в какой-то момент времени, конечно, добился. Когда ты отрабатываешь год, ты получаешь 30 дней отпуска оплаченного. Это по закону полагается. За эти 30 дней ты получаешь свою зарплату, плюс авиабилет туда-обратно до страны твоего проживания. Я в Россию ехать не мог по известной причине, которую я раньше обозначил. Поэтому мне нужно было придумать, куда потратить свой отпуск. А на тот момент я здесь прожил уже 1,5 года. И меня, честно говоря, подзадолбала уже эта жара. Декабрь, желтый песок, синее небо. Июль, желтый песок, желтое небо. Поэтому свой первый отпуск я решил провести в Новой Зеландии. Самая далекая страна, куда можно полететь отсюда. Прямой рейс, он длится 17 часов беспосадочный. Я побывал, наверное, больше, чем в 30 странах на сегодняшний день. И путешествовать я начал именно с переезда сюда. Я также побывал в Австралии, я был в Соединенных Штатах, Соединенное Королевство. Я был в Иране и был в Кении, в Африке. С нашими доходами путешествовать отсюда очень доступно. Я начал летать, когда я еще не был владельцем своего бизнеса. Я начал летать, когда я был простым сисадмином. Проработал IT-менеджером я где-то 2,5 года. И однажды мне выпал шанс поработать на съемочной площадке рекламного ролика. Я снял behind the scenes, монтировал, и заработал я за 4 дня столько, сколько мне платят в месяц. И я стал позиционировать себя как вот оператор, который снимает behind the scenes. Меня просто отлично туда засосало капитально. У меня количество заказов стало расти, и мне одних моих выходных дней, вот это сколько там, 6-8 выходных в месяц, стало не хватать, чтобы брать. Вот эти походы в офис и отсиживание жопы часов воспринимал уже как тягость. Я ушел в полностью свободное плавание, в котором было страшно. Я помню это первое утро, когда я проснулся, и у меня нет проектов, то есть мне еще никто не позвонил, а на работу идти уже не надо. То есть тут я вот сидел в офисе с 9 до 5, и раз в месяц зарплата упала,
и все. А тут уже все, то есть ты сам себе режиссер. А если не позвонят? Я не знаю, повезло ли мне, или опять же это сказались мои какие-то коммуникативные способности и навыки, но я не зарабатывал ни разу меньше, чем я получал бы в офисе. Всегда больше. Где-то год вот этого фриланса обернулся таким образом, что клиентская база разрослась. А у меня был такой пунктик, я думаю, все через это проходили. Я думаю, что если ты скажешь кому-нибудь «нет», то тебе больше не позвонят. То есть вот тебе клиент всегда приходил, а тут ты уже другую работу взял, и ты не можешь его взять, потому что ты не можешь клонироваться и разорваться. И ты думаешь, ай, что же делать? И появилась идея открыть свое дело. Открыть компанию нам стоило в 2012 году где-то $10 000. Все бумажки, все справки, никаких подводных камней там нет. То есть мы пришли, мы принесли деньги, в этот же день мы ушли с лицензией. На следующий день мы пришли в банк, сказали, нужен счет. Мы ушли со счетом в банке. Счет в банке, чтобы открыть, нужно было держать 2000 дирхам на счете. И счет будет обслуживаться бесплатно. Сейчас это строже, серьезно подходят к background-чек, к проверке твоей. Сейчас это дороже. Бизнес-счет открыть надо положить минимум 50 000. Надо отметить, что у нас налоговая как структура появилась 1 января прошлого года. До этого вообще не было, то есть никаких налогов тебе не надо было платить. На сегодняшний день здесь присутствует НДС, только 5%. С тех пор мне нужно тратить, наверное, где-то день, может быть, 2 в квартал для того, чтобы заполнить налоговую отчетность. Это несложно. И следить за визами себя и своих сотрудников. Виза открывается на 3 года. Мы сейчас находимся в так называемом Dubai Production City. Это достаточно большой район, центр кинопроизводства, даже не сколько Дубая, сколько даже Эмиратов, я бы сказал. Насколько Эмираты интересны для людей нашей профессии? Это не паханое поле, это очень молодой рынок. Здесь открываются новые компании, которым нужны промо-видео, социальные сети наполнять, Instagram, Facebook. Здесь есть клиенты совершенно разного уровня и совершенно разными бюджетами. Можно нарваться на работу, за которую клиент готов отдать 1 000 000 дирхам. А есть клиент, которому нужно снять видео за 1500 дирхам. Средняя цена свадьбы, средняя 2-3 оператора, 1-2 фотографа, будет стоить где-то 7-10 тысяч долларов. Это средненькая такая свадьба. Очень интересный момент, я отмечу его. Когда снимался фильм «Кунг-фу йога» с Джеки Чаном, в эти же 2 месяца шли съемки Star Trek Beyond. И просто продакшн-индустрия кино Дубая испытала такую нехватку кадров. Этот период показал, город нуждается в мастерах по свету, фокус-пулерах, в гриппах, в саунд-инженерах, в продакшн-ассистентах. И они все нанимаются, много специалистов работает здесь, из России, Украины, Беларуси, и всем находится место, потому что проектов становится больше, поэтому я бы рекомендовал здесь не бояться знакомиться, быть коммуникабельным и открытым, быть профессионалом, дружить со всеми. Добро пожаловать в Эмираты, приезжайте работать, приезжайте снимать. Где бы в городе вы не решили снимать, если вы достанете что угодно больше, чем телефон, вы будете остановлены в ближайшие несколько минут или секунд. И вас спросят, где ваше разрешение. Даже к айфонам на стабилизаторе и то прикопаются. Сразу же по пятам будет идти охранник. Он вежливо попросит вас прекратить. Проблем никаких не будет. Но если вы будете пойманы в очередной раз, делая то же самое, тогда уже можно конкретно огрести штраф, конфискация, депортация. Если вы думаете, что я сейчас утрирую и как-то преувеличиваю,
то за последние 3-4 дня, что мы снимаем вот этот проект, нам около 10 раз подходили и просили прекратить съемку. Даже на GoPro. То есть снимаем мы в каком режиме? Как вообще проходит наша съемка? Мы снимаем Gorilla Style. Gorilla Style — это когда ты достаешь камеру из сумки, быстро снимаешь, кладешь обратно и убегаешь. Вот так приходится снимать наш вот этот проект и очень многие другие проекты. Я пока не могу сказать, что мы каких-то там добились выдающихся результатов и можем похвастаться там великими наградами, но я, безусловно, вижу прогресс, это радует. У компании моей не так много лет, поэтому я думаю, у нас еще много чего впереди. Через 5 лет где ты себя видишь и кем ты себя видишь? Я, наверное, рассматриваю возможный переезд с целью получения гражданства другой страны. Потому что здесь? Потому что здесь, к сожалению, все знают, что паспорт получить невозможно. Единственный наш вариант – это постоянное резидентство, обновлять его каждые 3 года. Присутствует возрастной лимит – это 65 лет. После этого иммиграционная служба тебе визу не откроет, не продлит. Возрастного лимита нет для визы инвестиционной, для визы инвестора и для бизнес-визы. До тех пор, пока существует моя компания. Но, опять же, ты абсолютно полностью предоставлен сам себе. Ты должен подумать о своей пенсии, подумать о своем медицинском обслуживании. С возрастом нам все чаще нужно обращаться к доктору. Поэтому, наверное, хотелось бы оказаться где-то, где с этим будет попроще. А если завтра окажется, что вдруг Эмираты свернут все визы всем и нужно будет улетать? Я думаю, что если бы я решил уехать из России не в Дубай, а сразу куда-то в другую страну, мне было бы значительно сложнее. Дубай и вообще Объединенные Арабские Эмираты – это такой инкубатор, который готовит тебя к большому миру. Я везде. Вот если, грубо говоря, мне скажут: все, ты едешь завтра в Бразилию, и там ты будешь работать. Я совершенно без всякого страха сорвусь. Потому что это место, оно воспитывает в нас вот эту готовность к разному, огромному миру. Слушай, а интересная тема. Я здесь вот отметил такой момент, как некий эмиратский патриотизм такой у экспатов. Я сам очень сильно горжусь тем, что я живу здесь, в Эмиратах. Эта страна очень молодая, в этом году всего лишь на все 48-й год исполняется. И какая-никакая минимальная лепта, внесенная мной, присутствует здесь уже за 10 лет. Поэтому я думаю, что я имею полное право говорить об этом месте как о своем доме и гордиться достижениями этого места. Мы отстаиваем Эмираты, мы защищаем Эмираты, потому что Эмираты дали нам очень много того, чего нельзя купить за деньги. Я раньше, каждый раз, когда мне нагрубили в какой-нибудь конторе или организации или банке, я так вздыхал: ну ладно, такова жизнь. Я же ничего не могу изменить. А теперь я знаю, что в других странах конкретно здесь не так. И почему здесь не так? И я стал задаваться вопросом, почему тогда у нас там так? И самое смешное, наверное, я должен сказать, что это бесплатно. Это то, наверное, что я ценю в Эмиратах больше всего. Я ставлю это на первое место над доходами, я ставлю это на первое место над климатом, я ставлю это на первое место над всем. Это безопасность. Я здесь чувствую себя в безопасности, как нигде в мире.